15 марта 2021 года. Я нахожусь в Анапе. В Анапу мы приехали на постоянное место жительства в 2014 году всей семьей. Перед этим, в 2013 году, мы купили здесь квартиру на улице Крестьянская, в старом доме, двушечку, всего лишь 39 квадратных метров, с балконом. Вот. И в ней жили потом какое-то время, пока не перешли в новый дом в ЖК Тургеневский квартал. До этого мы в Анапу ездили отдыхать. Отдыхали мы тоже всей семьей. Я тогда служил. В 2010 году мы приехали первый раз в Анапу. Потом ездили в 2011, 2012, 2013. И в 2014 году мы переехали. И с тех пор живем в Анапе. В этом году 7 лет будет. Ну, меня спрашивают, почему именно Анапа, почему не какой-то другой город. Ну, мы особо не рассматривали ничего другого. Хотя, конечно, когда появилась мысль покидать родное Забайкалье и родную Читу, мы, конечно, рассматривали варианты такие, как Петербург, Краснодар. Ну, в общем-то, я даже сейчас уже не помню, что мы там рассматривали. Ничего, в общем-то, мы не рассматривали особо. Вот. А так как в Анапу мы уже ездили и знали, что это такой маленький городишко на берегу Черного моря, ну, в общем-то, такой город с достаточно развитой инфраструктурой, уютный, зеленый, где есть и железнодорожный вокзал, и аэропорт, и много-много еще чего. До Крыма недалеко. Ну, а если, в общем-то, так брать, по большому счету, тут тебе недалеко и Краснодар, и Ростов, и Москва. Вот. Поэтому как-то вот... И Европа тоже близко, а мы в 2012 году сделали себе заграничные паспорта, ну, в надежде, может быть, когда-то съездить куда-нибудь отдохнуть или просто посмотреть другие страны. Вот. Поэтому, а отсюда все-таки за границей-то поближе. В первые годы мы были, конечно, очень довольны жизнью здесь. Ехали мы сюда, ну, как в рай. Вот так вот можно сказать, потому что, в общем-то, а что? Здесь понятно, что климат совсем не такой, как в Забайкалье, где нам надоели эти зимы с трескучими морозами, пыльные бури весной и осенью, когда песок просто несет и застилает глаза, и сажа надоела, потому что в Чите хоть и меньше становится кочегарок, но все равно они есть, а зимой смог, ужасный смог над Читой висит, вот, и дышать трудно, и даже вот в горле першит, и когда потом приходишь куда-то, или вот белье сушишь на улице, ну, если такое случается, заносишь белье, и оно не морозом пахнет, как это обычно бывает, а вот гарью, как будто бы где-то пожар, и ты эти вещи вот вынес из пожара. Вот. Поэтому я люблю Читу. У меня есть стихи о Чите, я пишу стихи. И с теплотой Читу вспоминаю, потому что там, естественно, прошло и детство.
И служба моя в Чите прошла. Там родились мои дочки. Там, в общем, вся жизнь моя прошла в Чите. Ну, естественно, и могилы родных там. Принимали решение переехать. Ну, конечно, сомнений-то не было. Переезжать надо было. А вот по поводу, будет ли нам тоскливо здесь, ну, я, в общем-то, об этом не думал. Я знал, что все зависит от самого меня. Я буду говорить за себя. Вот. Я перед переездом работал психологом, и поэтому, ну, поднатаскался в психологической науке, поэтому, да и я и вообще увлекался психологией, поэтому я знал, как здесь не тосковать. И, в общем-то, я сразу же, когда сюда приехал, во-первых, я сразу стал везде ходить, общаться с людьми. Кстати, напишите, как меня слышно. Если есть какие-то помехи, то я буду поправлять. Но не считая вот здесь шума перфоратора, где-то соседи делают ремонт. Вот. И я об этом тоже уже неоднократно рассказывал. И сейчас только вкратце повторюсь, что чтобы не скучать в чужом городе, нужно просто вторгаться в его жизнь. И я, конечно же, первым делом пошел искать психолога, ну, какую-то психологическую службу в Анапе, потому что сам работал психологом, знаю, что в Чите, кстати, много психологических центров, и они оказывают реальную помощь населению, то есть там и одиноким матерям, и бывшим участникам, значит, горячих точек, и алкоголикам, и с другими там зависимыми, вот, и просто у кого там в семье какой-то разлад, у кого с детьми проблема. В Чите очень много психологических центров. Вот. Я в одном из них работал. А в Анапе оказалось, что нет таких центров. Ну, один какой-то был, но это совсем не то, что я привык видеть в Чите. Вот. Здесь есть отдельные психологи, работают они там по санаториям, там в школах, еще там где-то есть, но нет вот таких вот крупных психологических центров. И это очень плохо. Это, я считаю, очень плохо, потому что большая проблема у нас вообще в России и в любом городе российском – это одиночество и отсутствие общения. Вот. Не одиночество в смысле, вот, когда человек не может найти себе партнера для жизни, для создания семьи, а одиночество вообще, вот, человек может быть одиноким в своих вот каких-то мыслях, в своих воззрениях. И чтобы он не сошел с ума или не впал окончательно в депрессию, ему нужно постоянно с кем-то общаться, делиться своими мыслями, с себе подобными, а может быть и с абсолютно другими людьми. Вот. И я вот стал, когда приехал в Анапу, стал искать, ничего здесь не нашел, но нашел все-таки телефон одного психолога. Он висел, знаете, это как вот в мультике про Чебурашку, «Ищу друга». Вот так же и висело объявление этого психолога. Он писал, что психолог профессиональный набирает группу саморазвития, психокоррекции и так далее, для решения ваших проблем обращаться по телефону. И я позвонил, и так вот я познакомился с Алексеем Ивановичем, вот, и потом мы с ним сдружились, и уже мы общались не как клиент и специалист, а вот как друзья. И до сих пор мы общаемся, правда, вот в связи с коронавирусом мы эти встречи сократили до минимума. В прошлом году практически не встречались, в этом году тоже встречаемся очень-очень редко. Вот.
Поэтому я через этого психолога познакомился с его друзьями, а к психологам обычно тянутся разные люди с разными проблемами. И я так вот стал узнавать анапскую жизнь, анапских людей. Среди них, конечно, много было тоже приезжих. Вот. Второе, куда я пошел, это я пошел к казакам, потому что я в Чите вступил в Забайкальское казачье войско, был заместителем войскового атамана, поэтому я, в общем-то, владел обстановкой и по России, и в Забайкале. Вот. Но мне понятно, что я пошел сюда, в районное казачье общество. Я такое резюме составил. Вот, пришел, ну, я не люблю слишком там разглагольствовать. Я принес атаману, положил на стол резюме, где было все написано про меня. И моя характеристика, и мои навыки, и мой послужной список, и кем я был, и кем хотел бы стать. Вот. И он меня сразу как-то взял. Потому что, понятно, казаки – это дело добровольное. Пришел, все, работай. Тебя тут будут использовать по максимуму. Вот. Но по максимуму я не захотел. По максимуму мне хотели предложить небольшую заработную плату. Но я посчитал, что та заработная плата, которая здесь предлагается, она как-то маловато за тот предполагаемый объем работ, который я буду делать. Поэтому я сказал, что зарплаты мне не надо. Я буду работать с полной отдачей, но по своему личному графику, вот, как мне захочется, как кот, гуляющий сам по себе. И я 2 где-то года, даже 3, наверное, я очень интенсивно работал. Я здесь инициировал создание газеты «Русские ворота», потому что я по образованию журналист, и газеты я уже делал и неоднократно. Вот, причем я сам не только пишу, но и делаю верстку, поэтому я, в общем-то, с полной уверенностью принялся за эту работу, правда, не сразу, вот, но все-таки я стал эту работу делать потом, и я стал, так скажем, по взаимодействию специалистом, скажем, или как его назвать-то, да, офицером штаба по взаимодействию с Русской Православной Церковью. Ну, так скажем. Больше, конечно, я уделял внимание пресс-службе, выпуску газеты, а по взаимодействию с церковью у меня не пошло. Ну, были свои причины, и я, в общем-то, о них тоже могу рассказать. О казачестве можно вообще рассказывать отдельно. Но у меня появился большой круг, опять же, знакомств. То есть помимо тех людей, через которых я с психологом познакомился, у меня еще казаки знакомые появились. И не только знакомые, можно сказать, друзья. Вот. Это тоже очень интересные люди, они немножко отличаются от того типа, мифического, так скажем, кубаноида, которым меня здесь пугали, и я, в общем-то, вот самое большое сомнение было, когда я переезжал в Анапу, это вот встречу ли я здесь подобных тем, с какими я расстаюсь в Чите. Вот. И оказалось, люди абсолютно одинаковые. Никаких кубаноидов я здесь не встретил. Я их искал, я пытался их найти даже как-то, чтобы немножко как-то разочароваться в местных жителях, но не нашел. Все это оказалось выдумкой. Никаких кубаноидов нет. Вот. И третья, так скажем, социальная группа, куда я тоже, так скажем, внедрился, это такая творческая тусовка, поэтическая тусовка. Я просто в газете, как я их нашел? Я же тоже стихи пишу, я тоже выпускал книжки, хотя я и не член никаких там писательских союзов, но я считаю, что это и не обязательно. Вот. И я прочитал в газете, что какой-то молодой поэт презентует свою книгу, пошел туда. Я очень люблю наблюдать. Вот. И я, когда сидел там,
где-то там в зале, тогда меня еще никто не знал. Вот. Ну, там были не только поэты, но еще и приглашенные люди. Ну, это в газете, в общем-то. Но в основном приходят на кто уже, кто друг друга знает. Вот. И я пришел, снимал на видео, запоминал, записывал в блокнотик фамилии, которые я там слышал. Уже составил какое-то впечатление, кто с кем дружит, кто не дружит. Вот там молодой человек пришел с девушкой, я понял, что у них какие-то отношения, потому что он это как раз вот был виновник этого вечера. Вот. Раз он ей посвящает стихи, раз она здесь так сидит в первом ряду, и он к ней обращается, ну, как-то я сразу это все уловил, все запомнил и все описал в своем живом журнале. Вот. И даже какую-то некоторую критику высказал по отношению к его стихам. Вот. Я ему просто там, не ему, а вообще как бы сделал такое суждение, что ну, не стоило бы все-таки ему писать стихи о любви, а переключился бы он на урбанистическую тему, вот, писал бы о любимом городе. Вот. И все. Когда я в следующий раз попал на заседание, такую же поэтическую тусовку, там уже ко мне относились совершенно по-другому. То есть одни люди меня подходили ко мне и выражали какой-то интерес, а другие заняли такую антагонистическую позицию, в том числе и вот этот молодой поэт. Он ко мне подошел и сказал, как вот я могу вот так вот судить о его стихах, почему он не может писать стихи на любовную тематику, а я его якобы вот заставляю писать на тему города. Я сказал, да, молодой человек, я не имел это в виду, я просто высказал свою точку зрения, а вы-то уж пишите, как вам сердце подскажет. Но, тем не менее, у меня не только такая группа получилась еще моих знакомых, но и она была такая разделена на две такие уже части. То есть одни как бы были немножко настроены ко мне осторожно, другие, наоборот, положительно. Вот. Ну, я так думаю, в принципе, наверное, и в казачестве тоже, потому что я в казачестве тоже, когда пришел, и я, когда организовывал там газету, и я говорил, давайте будем такую позицию займем, будем критиковать вот нашу власть, будем критиковать мэра, будем, как говорится, то есть это должна быть газета не только чисто для казаков, какие-то там служебные дела, но и такой городской газетой, народной газетой. Вот. Но мне тоже сказали, что, Александр, тут так не делается, тут вот мы мэра не трогаем, мы с мэром дружим, потому что мэр нам иногда что-то дает. Вот, допустим, автобусы выделяет, когда казаки куда-то едут, администрация выделяет автобусы, и порой 2 или 3 автобуса, больших таких автобусов, и мы вот едем там в Краснодар, допустим, на сбор казачий, или там на какое-то мероприятие, там как поминовение куда-нибудь в какой-нибудь район. Поэтому я понял, да, ну вот, конечно, жалко. И газета стала такой немножко скучной, не такой, какой я ее планировал. Вот. И я потом работу в этой газете тоже свернул. Вот. И делал газеты, и до сих пор продолжаю делать, но без такого энтузиазма. Вот. Я пытался здесь найти работу, и когда я оброс какими-то такими связями, особенно вот в казачестве, а у нас, значит, атаман был депутатом городского совета, потом, значит, у меня был очень хороший приятель, ну и сейчас он есть, просто должность у него другая, он был помощником депутата законодательного собрания края, и, ну и какие-то такие люди, в общем, какие-то стали выстраиваться такие даже связи, как, ну вот, как говорят, ну не блат, сейчас блата нету, вот, но есть просто какие-то знакомства, очень выгодные знакомства. И я тоже, пользуясь этими знакомствами, пытался найти работу. Меня там по одному адресу позвали, ну не позвали, послали, по другому адресу послали на собеседование с большими начальниками. Ну, я как-то
хотел куда-то особо залезать, да и уже, знаете, много где отметился, так скажем, отметился, так скажем, и зарекомендовал себя как такой вот непростой человек, там, который может где-то и покритиковать кого-то, высказать напрямую что-то, да, в том числе и в отношении нашей власти. Вот. Я мэра там, допустим, где-то мог критиковать. Хотя, в принципе, мэр был неплохой, Сергеев. Вот мы при Сергееве приехали. Вот. Это тот мэр, который потом тоже внезапно пропал, и потом сказали, что он где-то в Швейцарии. И даже что-то с собой еще и такое прихватил. Но это слухи, это непроверенные данные. Вот. Но как-то вот тут так вот мэры правят, а потом раз, исчезают. Вот так же и последний мэр, который вот я знаю, Поляков, тоже был такой интересный дядька, конечно, много говорил и был немножко сдвинут на каких-то тоже своих таких проектах. И понятно, что знакомых у него было, ну, как мэры, друзья мои, мэры, мы все знаем, Варламова читаем, Гершмана читаем. У кого мэр друг, у кого, если у мэра есть друг, то, значит, вот этот друг что-то в городе как бы делает. Вот у этого, у Полякова, видимо, был друг в какой-то рекламной фирме, и вы посмотрите, во что стало превращаться. Какую-то дурацкую стали рекламу делать. Не рекламу, а вот эти стелы, где вот на въездах в город, Анапа там, где написано, но вообще безликая, безвкусная работа. Вот им только, может быть, вот, да, буквы делать, вот, которые они лепят на магазины, еще куда-то. А так нет. Это тоже вот минус Анапы. То есть здесь, видимо, это мое предположение, Альбатроса предположение, что очень важно, конечно, в выборе подрядчика какие-то знакомства. Вот. И понятно, наверное, оно так и есть, потому что это, в общем-то, общероссийская практика, так говорят вот все урбанисты. То есть, если у тебя друг владелец какого-то металлопроизводства, какого-то металлического цеха, то, значит, весь город будет в заборах. Вот. Понятно, что ставь эти заборы, другу плати, и он тебе все в заборах. Заборов везде нагородит. Вот. Здесь вот также вот эти вот рекламы, вот эти вот коробочная вот эта реклама, вот эти буквы объемные, вот Анапа испорчена вот такими вот абсолютно дурацкими. Ведь Анапа — это город-курорт, и вот у меня пример такой есть, это как возле нашего дома на Крестьянской стояла вот эта вот стела, ну их стелами называют, вот эта надпись Анапа, глобус такой был, все это вечером горело, огоньками сверкало, ну очень красиво, изящная была стела, вот, и само начертание города Анапа, оно было тоже красивое. Вот. Даже шрифт был. А сейчас какие-то буквы на этом же месте поставили вот эту вот коробочную рекламу, то есть просто Анапа, такие буквы, я не знаю, этими буквами только там, я не знаю, ну что ими можно писать, только абсолютно прямой шрифт, грубый шрифт, абсолютно не соотносится с городом-курортом. Поэтому и у мэра еще вот была страсть к аркам, и он эти арки везде, значит, понастроил. А еще, видимо, у кого-то был друг где-то, который закупал эти гирлянды китайские. И у нас весь город, все деревья опутали вот на Новый год этой гирляндами этими. Потом арку вот эту построили на улице Горького. Вот эти китайские гирлянды на ней навесили. В общем, вот такие бывают перекосы. Делают, в общем-то, многое в Анапе делается по-колхозному. Вот по-колхозному. Мы же сейчас все-таки смотрим, я за границу не езжу, но есть люди, которые ездят за границу,
видят, как это в других городах, как обустраиваются улицы, как обустраиваются дворы, как обустраиваются там тротуары, пешеходные переходы, вот, как светофоры работают и прочее, прочее, прочее. То есть вот все уже придумано в мире, пользуйся, но в Анапе, конечно, это не так. Это вот порой что-нибудь сделают, хоть стой, хоть падай. Вот. И если мы ехали... ну я, по-моему, отвлекся немножко. Ну, поэтому, в принципе, я доволен вот этими своими знакомствами. И когда я однажды пошел устраиваться на работу, тоже по совету одного тоже такого человека, близкого, так скажем, к людям, решающим многие вопросы, вот, хотя я сам не люблю, ну, отправили, мало ли, вдруг понравится. Я всегда в работе ищу что-то такое положительное, интересное, увлекательное. Вот, и мне этот человек, к которому я пришел, он говорит: вот ты, говорит, мне очень понравился. Ты мне понравился, и я знаю, что ты делаешь. Ну, я имею в виду вот газета, там, что пишу очень много в блогах как-то. Ну, я был заметен такой. Меня даже называли, что вот особенно первые годы жизни в Анапе, что альбатрос — это такое явление, вот, что ли. Вот. Но мне было приятно, лестно это слышать, потому что я писал очень много. И даже некоторые сайты, на которые я писал каждый день почти, мне как-то присылали, потом блокировали мои посты по поводу, знаете, по какой причине? Потому что слишком много пишу. Вот, слишком много пишу. Они говорят, просто вам нужно как-то немножко поумерить свой пыл и работоспособность. Вот. Я мгновенно писал какие-то материалы, имею в виду, больше, конечно, не о городской жизни, но связанные с казачеством. Вот. Я считал своим долгом, если какое-то мероприятие прошло, то я в этот же день должен был сделать пресс-релиз и разослать его по всем средствам массовой информации, включая, значит, Краснодар, какие-то даже газеты краевые. Ну, печатался в краевых газетах. Вот. Ну, правда, не напрямую, а тоже там по, так скажем, иерархии. Вот. Но, тем не менее, я считал своим долгом, чтобы материал сразу где-то прошел. Вот. Причем я делал не только текстовой материал для газеты, там, для сайта, но и снимал видео, и тоже выкладывал, и это тоже все смотрели. В общем, очень активно. И ничего не получал. Так вот, я, когда пришел к этому человеку, речь шла о должности редактора газеты. Он сказал: слушай, ты мне очень понравился, но не я тут решаю. Вот. И потом говорит, вот я тебе скажу, говорит, так скажем, по-приятельски, что в Анапе нельзя кому-то наступать на хвост. Вот. А ты, говорит, уже многим наступил, и поэтому, говорит, это неизвестно, где и чем может обернуться в будущем. Ну, то есть, вот, Анапа город маленький, в принципе, поэтому здесь где-то что-то написал про кого-то, а я писал много, я же говорю, вот, и критиковал. Ну вот. А кому-то это не понравилось, и все, и потом на тебе уже такая черная метка, и куда бы ты ни пошел, уже тебя никуда не возьмут. Вот. Поэтому, если вы уж приезжаете, ну, в принципе, что мне советовать? Люди и так, они все такие, в основном-то не такие вот, как я. В основном люди очень осторожные. Поэтому, если человек хочет приехать в Анапу и добиться здесь чего-то и какую-то карьеру себе сделать, то он должен вести себя тише воды, ниже травы. Вот. И языком нигде ничего никому не брякать лишнее. Вот. Ну, что еще сказать? Это я как-то сейчас говорю о людях. В людях я, в общем-то, не разочаровался. Люди здесь хорошие везде. И врачи, и персонал
значит, в магазинах. И вообще, с кем я сталкивался, особенно в первые годы, когда я все это впитывал, и даже я вам искал какой-то негатив, каких-то там мнимых кубаноидов, нет, я их не находил. Я описывал, как я в регистратуре там общался с людьми, со стоматологами. Вот. Я все описывал очень подробно, красиво. Я смотрел, как люди себя ведут там, допустим, в храмах, подмечал какие-то особенности местной службы, местного, так скажем, менталитета. Вот. Все это подмечал, писал, и у меня очень много уже написано. Я планирую выпустить книжку, может, в этом году, может быть, не в этом году. Вот. Но, по крайней мере, я так понемножку ее составляю. Это будут такие очерки, как раз то, что я писал вот, об Анапе, и не только об Анапе, и о моей службе, и о людях разных. Вот. Поэтому вот таким образом. Вот. Так почему я написал в своем заголовке, что уже не советую? Хотя вот когда я сюда приехал, я, конечно, у меня такие ролики были очень радужные, да потому что мне тут нравилось, потому что все было красиво, зелено, чисто, вот. Но постепенно Анапа почему-то стала вот о своей чистоте не так уж заботиться. Вот. Если раньше мэр Сергеев говорил, что если какие-то, ну вообще стройки должны быть запрещены, и он запрещал стройки, но если уж стройки продолжались, ну не знаю, может какие-то там особые стройки, то если с этих строек выезжает машина, то этим машинам должны мыть колеса. Вот когда вот это вот я прочитал, а мы еще жили в Чите, и это вот как-то очень повлияло на принятие нашего решения переехать в Анапу. Ну в каком еще городе вот так вот заботятся о чистоте улиц, воздуха? Вот. Но, друзья мои, это уже в прошлом. Это уже в прошлом. Анапа сейчас просто погрязает, ну, в грязи. Такая вот тавтология. И это не только вот виноваты стройки, хотя, в принципе, они тоже в этом виноваты, потому что стройки у нас, вот эта точечная застройка, она в центре города. Вот недавнее, в прошлом году, когда там перестраивали, и в этом еще году перестраивают парк 30-летия Победы, никто там машинам колеса не мыл. И вот эту грязь, машины, там самосвалы, трактора, всю несли прямо в город, на улицу, одну из центральных, ее разносили по другим улицам. А что такое грязь? Грязь это же вот, грязь пока она вроде бы как сырая, мокрая, вот, но стоит пригреть солнышку, как все это превращается, высушивается, и те же машины, но они уже поднимают в воздух клубы пыли. И если раньше, вот Наташа говорила, как хозяйка, как говорится, дома, она говорит, вот здесь вы в Чите, я, говорит, каждый раз вам стирала рубашки. Вот один раз одели, потому что вот эта сажа, которая в воздухе, она все равно как-то осаждается, и ну, сразу видно, все черное, особенно когда надеваешь белые вещи. Вот. А здесь, говорит, вот вы носите, и нет этой грязи, нет вот этой грязи. Вот вот. Но сейчас, друзья, это тоже стало. Видимо, столько стало пыли в воздухе, что это уже стало заметно и на одежде, друзья мои. Плюс вот эти грязные, ужасные маршрутки, безобразные маршрутки. Одно время здесь были вот эти вот газельки, но газельки потом как-то исчезли, но все равно сейчас даже вот эти автобусы, которые корейские автобусы, я не знаю, кто их закупает, но они до того неудобные. Они, может, удобны как раз для корейцев, для вот этого маленького народа, маленького ростом. Но в наших условиях, когда
вот такие узенькие сиденья, узенькие проходы, просто ужасно. Плюс, конечно, здесь, я считаю, очень несовершенная система оплаты за проезд. В основном водители сами берут расчет. Конечно, никаких билетов не выдают. И понятно, когда нет должного контроля, то там и транспорт тоже хереет, то есть автобусы порой ломаются, но в основном, конечно, это видно на их внешнем виде. Автобусы грязные и снаружи, и снутри, и порой сиденья вот эти вот, вы тоже, если поедете в Анапу и будете ездить в маршрутках, вы увидите, вот эти сиденья, они все прямо как будто в них, в этих автобусах возят рабочих каких-то вот, я не знаю, заводов, вот. Я когда на заводе работал, там за неделю у тебя роба вся пропитывается каким-то таким маслом, начинает блестеть. Вот. И вот сиденья в наших маршрутках анапских точно такие же. Ну, грязище. Вот кажется, что вот колупни, и ты вот эту вот грязь будешь кусками прямо с этих сидений отколупывать. И как она еще сама не отваливается. Ну, вообще не стираются, ни чехлы, ничего. Все это грязное, все какое-то замызганное. Понятно, что вот лично мне, а люди летом приезжают, они, как правило, там кто-то и в белых и брюках, в белых шортах, в белых майках. И как садиться на эту грязь? Как садиться? Вообще вот, да и неприятно потом. Вот даже где-то я вот иногда в костюме, в форме еду, посидел и думаешь, ну вот я сидел на какой-то вообще замызганном таком сидении, и это сразу нужно все стирать. Ну, грязно, неприятно. Вот. Поэтому, вот, конечно, общественный транспорт в Анапе – это просто ужас. Поэтому я часто хожу пешком. И плюс Анапы, то, что Анапа маленький город, и Анапу можно, в общем-то, не спеша обходить пешком. Вот. Но, опять же, есть минусы в этом, потому что не по всем улицам приятно ходить пешком. Вот я сегодня в Алексеевку ходил с Машей. Маша у меня болела в поликлинику и брали справку, ну, выписали Машу. Вот. И вот идем мы по Алексеевке, а сейчас еще весна задерживается, какая-то такая серость, грязь, опять же, на улицах, вот это уже подсушенная грязь. А недавно я вам показывал убитые дороги Анапы, улицу Садовую. Вот она тут у нас рядом идет, буквально примыкает к улице Крестьянской и к улице к Анапскому шоссе. Вот. Ну, вообще разбитая улица, лужи на ней стоят, хотя уже дождей давно не было, а там до сих пор лужи. Вот. И я смотрю на эту улицу, пока снимал, мужчина какой-то едет на своем автомобиле, и он перед этой лужей встал и мне кричит из машины: как тут можно проехать? Я говорю, я не знаю. Я говорю, глубину этой ямы не измерял, и я вижу, что это ненормальная улица, состояние ее. Поэтому, конечно, вот есть такие улицы. Ну и меня, как пешехода, конечно, интересуют еще тротуары. А тротуары тоже здесь, вот, они, вот на таких улицах, как Тургенева, там и других там трудящихся и прочее, они, во-первых, тротуары, мало того, что узкие, они еще и неровные, то есть они вот в колдобинах, разные какие-то у них повышения, потому что каждый домохозяин, когда обустраивает там стоянку для своего автомобиля там, или какой-то огородик вскапывает, все это вот он ступеньки какие-нибудь делает или какие-то, это просто там элементом пытается выровнять, а иногда и никаких там нету вообще плавных съездов. И вот идешь по этим колдобинам, ну просто ужас. Ходить-то еще можно. На велосипеде даже можно проехать так вот, немножечко, если так, аккуратно. А вот с коляской уже не пройдешь. С коляской не пройдешь. И мне всегда жалко женщин,
которые ходят с колясками, или бабушки, которые там идут с рынка или там по своим каким-то нуждам, везут вот эту тележечку с сумкой, да, просто невозможно. Вот. И в городе-курорте, конечно, приоритет должен отдаваться пешеходам, чистому воздуху. Но у нас сейчас общая тенденция в России это, конечно, расширение дорог. Это абсолютно неправильная политика, потому что расширение дорог ведет к увеличению автомобилей на этих дорогах и опять ведет к пробкам, загазованности. Плюс не только выхлопы вредны от автомобилей, да, но еще и вот эти вот микрочастицы, частицы покрышек, потому что машина едет, понятно, что у нее стачивается вот эта вот покрышка постоянно. Вот. И это куда идет? Все это идет в воздух, всем этим мы дышим, поэтому не должно быть очень много автомобилей в городе. Это надо ограничивать. Плюс парковка на газонах. Вот сегодня мы, да, я же говорил про Алексеевку, когда мы шли по улице Ленинградской. Там, конечно, понятно, Алексеевка это в основном частный сектор. Вот. Хотя на улице Ленинградской там строят и пятиэтажки, и какие-то большие дома есть там. Но их немного, в основном частный сектор. И, видимо, каждый домохозяин считает, что прилегающая к его дому территория – это его личная, вот, его частная. И они, если был там газон, они просто высыпают туда машину гравия на газон и ставят туда машину. Или вот у кого нет денег на гравий, они просто какой-то битый кирпич, какую-то там черепицу, в общем, какие-то просто строительный мусор вываливают и на этом ставят машину. И это так безобразно выглядит. И это что говорит? Это говорит об отсутствии контроля со стороны муниципальной власти. Понимаете? Если раньше я писал об этом, снимал, и за какие-то газоны я боролся, и даже возвращал их, вот на улице Маяковского у меня есть ролик, там, значит, кто-то взял и вывалил кучу гравия на газон. Вот. Ну, по крайней мере, ответ мне был, что обязали убрать это все и вернуть газон. Вот. Потому что газоны, проезжая часть, тротуары – это муниципальная собственность, а уж территория частных владений, она вот у тебя там за забором, за воротами, за калиткой. Там делай, что хочешь. Ну, а тут вот стараются домохозяева лезть прямо на муниципальную территорию. И это тоже большой минус, друзья мои. Они же не только там уродуют газоны, а становится меньше зелени. Где-то кусты, где-то деревья вырубают для этих стоянок. Вот. И все, и уже улица теряет полностью свой вид. Уже неприятно по этой улице идти, мимо этих машин неприятно идти. Вот это мне очень не нравится. И я понял, что в Анапе с этим ничего нельзя поделать. Вот. Какое-то понимание было, вот Поляков постоянно говорил: парковки, 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 парковки. Ну, имеется в виду незаконные парковки, неправильные парковки. И он, значит, такие правильные слова говорил, что нужно вводить платные парковки. Сделали 2 парковки, вот, но они не работают. Понимаете, чтобы парковки работали платные, нужно ужесточить меры к тем, кто паркуется неправильно, и заставлять их ставить машины на платных парковках. А платных парковок должно быть как можно больше, но без ущерба, конечно, опять же, зеленым насаждением, газоном. Вот. И это тоже большая проблема. И вот Поляков поднял эту проблему, и даже начали строить вот здесь на улице Тургенева недалеко многоуровневую парковку. Вот. Но потом Полякова сняли, и вместе со снятием Полякова
была закончена и эта стройка. Вот сейчас она стоит замороженная. Ну, люди стали поговаривать, что это была не просто муниципальная какая-то, муниципальный проект, а это был личный проект Полякова. Вот эта вот стройка. Я не знаю, не проверял, но потому что там написано, вот мы недавно с Наташей шли, и там написано, значит, дата сдачи, это ноябрь 2020 года. Уже март 2021 года, а парковка многоуровневая не только не построена, она вообще заброшена. Вот. И так вот в Анапе, конечно, это тоже большой минус. Я говорил, что в Анапе становится меньше зелени. Это тоже очень-очень огорчает, удручает. Я вот писал на улице Маяковского, там человек не только вывалил, значит, машину гравия на газон, но еще и спилил 2 дерева. Я эти пеньки сфотографировал, вот, заснял на видео и отправил. Но до чего же я ненавижу вот этих наших чиновников? Они, да, мне прислали ответ, что да, вот человек нарушил, его обязали газон восстановить, и пишут: следов спила деревьев не обнаружено. Вот так вот хотелось бы вот этого человека, который мне этот ответ прислал, этот чиновник, вот этот, который там сидит в администрации, вот так его привести туда за шкирку, за его красивый костюм, и вот в этот пенек его вот натыкать, в один пенек, а потом во второй пенек вот так вот носом, и потом еще в этот пенек, чтобы показать, где все-таки эти деревья росли, и что вот они спилы, вот они спилы, вот они спилы. Вот такие у нас чиновники. Вообще вот чиновников я просто ненавижу, друзья мои, ненавижу как класс. Вот. Потому что я-то к ним всегда обращаюсь, и люди к ним обращаются за какой-то помощью, а то, что они делают, вот эти отписки пишут, они показывают свое пренебрежение к нашим требованиям, к нашим просьбам. Вот. Поэтому я перестал верить чиновникам, и сейчас я тоже и жалобы-то перестал писать. Потому что вот просто руки опускаются, друзья. Просто руки опускаются. Иду я сегодня по Алексеевке, по этой, на эти убитые газоны, смотрю я на эти машины, которые прямо вот стоят. Вот стоит машина, автомобиль, то бишь, прямо на газоне. Да, там травка растет. Вот порой говорят, ну где тут газон видишь? Там он такой уже затоптанный, заезженный, что вроде бы как, да, обозначен, а там просто земля. Вот таких газонов много в Чите. Ну, это тоже в Чите. Вот, да, в Чите, потому что вообще трава-то не растет. Вот. А тут трава растет, и вот порой на нее заезжают вот эти вот автомобили и становятся. А они же, вот эти автомобили стоят, а с них постоянно что-то капает, какая-то гадость. Понимаете, вот я не знаю, вот в Америке нельзя, если у тебя машина остановилась, где-то сломалась, ты ее сам не имеешь права ремонтировать. Вызывай службу и буксируй ее куда-то, и там в специализированном предприятии тебе ее будут чинить. У нас же порой вот Тургеневский квартал, некоторые даже называют это чуть ли не элитное жилье, хотя это никакое не элитное, нормальное жилье, вот, озеленение, красивый двор, вот. Но потом порой смотришь, какой-нибудь автовладелец начинает разбирать свою машину. Ты нахрена ее тут разбираешь? Нафига ты тут все эти детали выкладываешь на этот асфальт? С нее течет всякая гадость. Машина как отъедет, там постоянно лужа каких-то масел. Вот под каждой машиной. Почему у нас так? Потом дождь идет, все это течет вот так вот, течет. И я часто смотрю вот со своего 7-го этажа. А лужи-то такие все, вот это вот течет вода, а она вся разными красками радуги играет. Потому что это вроде бы как уже не вода течет, а просто какой-то мазут течет. Потому что все это смывается, а это все куда идет? Понятно, ливневок у нас нет, и все это вот так вот собирается,
и в море стекает, в море, друзья мои. Вот отсутствие ливневок, конечно, это большая проблема Анапы, огромная проблема. Об этом все уже говорят, но администрация тоже не чешется по этому вопросу. Ливневки нужны, конечно, нужны, вот, но их нет. Друзья мои. Вот если, когда наивный приехал сюда в 2014 году, и я людям говорю, Анапа хороша в любое время года, но только вот когда начинается период дождей, вы, пожалуйста, не забывайте куртку с капюшоном, потому что зонты здесь неэффективны, зонт ты только раскрыл, порыв ветра, у тебя его вывернуло наизнанку, все, зонт можешь выбрасывать. А капюшон надел, главное, чтобы непромокаемая была ткань. И говорю, нужны какие-то сапоги резиновые. Сапоги резиновые нужны или там берцы, как у меня. Ну, лучше, конечно, сапоги. Вот, потому что, обувь свою портить в дождь. Потому что тут в дождь не пройдешь, друзья. Такие потоки текут. Просто, трудно перейти. Просто с ног сбивает. И у нас, нет, это в Геленджике тоже было. Там парень один вообще лег на воду. И его несло как по каналу. Вот. У нас тоже, просто никто этого не снял, но у нас такие же потоки. Вот. А потом, когда я стал читать, смотреть опыт других городов, вот про ливневку, оказывается, что это ненормально, когда у нас потоки воды по улицам несутся. Это ненормально для цивилизованного города. Вот. И ходить по улицам можно и в дождь, в нормальной обуви, в хорошей обуви там, да, и не портить ее. Вот, потому что в дождь просто будет все собираться в ливневую канализацию, и никаких проблем не будет. У нас же, значит, это просто ужас. Вот особенно, когда идешь по таким улицам, как Тургенева, Самбурова, там вот эти вот водосточные трубы куда только не выводят. Но понятно, что это неправильно, когда она выводится, эта водосточная труба, прямо на тротуар. Когда идешь, тебе прямо под ноги вот этот поток воды хлещет. Понятно, что у нас хорошо нет таких холодов, и зимы у нас мягкие. Хотя в этом году зима была такая суровая, и минусовая температура стояла долго. И тогда, еще когда там дождик пройдет накануне, или там солнышко подтает, вот этот лед, и уже тебе под ноги не вода хлещет, а уже там наледи такие. Идешь и думаешь, убьешься ты или не убьешься. Это вообще даже, во-первых, некрасиво. Во-вторых, людям доставляет неудобства вот эти вот потоки, льющиеся под ноги. Во-вторых, портится сам тротуар, плитка. Вот эта вода хлещет, вымывает там основу, плитка проваливается. Не должно такое быть. Вот эти вот трубы, водосточные трубы, они должны уходить сразу в ливневую канализацию. Но это еще когда под ноги, друзья мои, хорошо. Но в Анапе так устраивают вот эти вот стоки с крыш. Они выводят их прямо вот с крыши и над тротуаром делают вот прямо вот эту вот желобок, и все, до середины тротуара. И ты идешь по улице в дождь и лавируешь между этими потоками, которые льются прямо тебе на голову, прямо. Я вот вообще не знаю, как вот этот домохозяин, который выводит вот эту свою, значит, вот этот желоб с крыши, да, сток, прямо на головы прохожим. Какое отношение? Где мы говорим, что мы живем в Краснодаре, на Кубани, в Краснодарском крае, что это здесь православная, значит, у нас традиция. Когда вот так вот людям прямо льют на голову всякую гадость. Или под ноги.
Но это же разве по-православному, по-христиански ближнему на голову улить со своей крыши дождевые потоки? Нельзя этого делать. И я считаю, что ну вот кому-кому, а мне это не нравится. Не хочется ходить ни по лужам, ни чтобы тебе на голову вот это вот лилось. Поэтому вот это тоже проблема для Анапы. Тоже проблема. Вот я вот сейчас уже начал вот эти вам проблемы описывать. И это не в пользу Анапы, конечно. Не в пользу Анапы. Про озеленение я говорил, что не вижу я здесь, что... Нет, высаживают, конечно, деревья, высаживают, но высаживают-то какие-то маленькие кустики, вот. А хорошие деревья, большие, крупные, которые 50 лет росли и давали огромную там крону, пилят. Не так давно на центральной площади, это театральная площадь, там обычно проходят какие-то мероприятия, возле Центра культуры Родина росли два больших дерева, платана. Два платана, которые давали очень хорошую тень, и там всегда, как-то вот люди останавливались, там рядом была кафешка, сначала был какой-то там, не буду называть, не буду им делать рекламу, в общем, какая-то была кафешка, и там, если люди брали кофе, они выходили, или мороженое, и под этими платанами пили, ели, пережидали, ждали чего-нибудь. Значит, мэр Поляков затеял строить эту дурацкую арку в честь, побед русского оружия. Арка-то там маленькая такая, вот маленькая. Я представляю, там какие огромные арки действительно строят, да? Вон в Париже триумфальная арка. Здесь построили какую-то маленькую такую арочку игрушечную, вот. Обложили вокруг все плиткой и нафиг срубили вот эти два дерева, спилили, вот эти два платана спилили. Я так думаю, что их как раз спилили, потому что они вот перекрывали эту арку, вид этой арки, которая должна быть вид. Понятно, что архитекторы там, когда что-то делают, они всегда смотрят, как это все впишется, не перекрывает ли какое-нибудь здание это новое строение, и как оно вписывается, а его должно со всех точек видно. И, видимо, вот эти деревья мешали, их нафиг спилили, и все. Площадь стала безобразная. Вот мы вчера с Наташей гуляли, Масленица была. Мы пришли на эту площадь, что там делать? Это настоящий плац, а летом он превращается в сковородку. В настоящую сковородку. Вот. Хорошо, хоть ее помыли. В этот раз, благодаря митингам протеста, которые в Анапе тоже запрещали, эту площадь мыли 2 часа. Пока вот там решались вопросы с этими митингующими, ее огородили и 2 часа намывали. Вот, машины различные, там, коммунальные, всякими щеточками ее очистили. Но в основном, конечно, вот это еще одна из проблем Анапы, это грязь. Я вам сказал уже, что грязь как образуется? Грязь просто так ниоткуда не берется. Она берется или вот со строек разносится колесами машин, или с открытого грунта, когда газоны вот неправильно устроены, и во время дождя все это, вот эту всю гадость хлещет, когда газон, допустим, имеет какой-то наклон, все это вот течет, никаких там бортиков нет, никакого дренажа нету, все это прямо на тротуар, на проезжую часть, все это течет. В общем, понятно, откуда берется грязь. И этой грязи в Анапе стало очень много. Если раньше мы с Наташей ходили, и она удивлялась, когда мы только в 2014 году сюда приехали, и она говорила: Саша, как здорово, да тут даже вот ходишь порою по лужам, а обувь чистая, потому что лужи-то чистые, вода в лужах чистая. Сейчас, друзья, этого нету. Анапа потеряла даже такое преимущество, как чистая лужа. Лужи сейчас в Анапе — это болото, грязное, вонючее болото. Вот.
Я тоже езжу на велосипеде, и когда домой едешь, ну, допустим, по парку проехался, и чтобы домой велосипед чистым занести, на колесах эту грязь не... Ну, обычно тоже ищешь лужу какую-нибудь, проедешь по ней несколько раз, все. Вот. Здесь, значит, и луж не найти чистых. Сейчас лужи, вот в лужу порой я заезжаю на велосипеде, выезжаю из лужи, ну, думаю, что колеса помылись, а нет, наоборот. Наоборот, вот эта зеленая вот эта вот масса налипает, вот эта зеленая вся, как там, вот эта слизь какая-то, тина, песок, земля, вот все это вместе, вот эта гадость всякая, и она налипает на колеса. И потом, когда это все высыхает, это превращается в вот эту вот сначала жижу, потом она высыхает в эту корку. Дворники пытаются бороться с этой грязью. Вот. Они как с ней борются? Они ее лопатами совковыми собирают в полиэтиленовые пакеты. И потом эти грязные вот эти вот мешки стоят. Но это до очередного дождя. Вот. Опять потом все это наносит, колесами приносит, и опять это грязь. И с этой грязью невозможно ее победить, потому что надо начинать не... Это борьба со следствиями, надо бороться с причинами. Закрывать стройки, мыть колеса машинам, правильно устраивать газоны, чтобы с них не текло ничего, делать дренажи, посыпать там гравием. Ну, это все известно, и учат и Варламов, и Гершман. Вот. Но в Анапе этого не делается, и Анапа обрастает просто грязью, она зарастает грязью. Я говорю, когда влажно, еще понятно, это просто грязь, когда это все высыхает, это превращается в пыль, и все это поднимается в воздух, и все это потом садится на крыши, на кустарники, на деревья, на людей, на скамейки, и на стекла домов, вот, на окна, и все это очень некрасиво выглядит, все очень некрасиво, просто ужасно, вот, и поэтому порой вот люди приезжают, вы, конечно, вот приезжаете в Анапу отдыхать, я представляю, откуда вы приезжаете, когда вы здесь ходите, как говорится, и удивляетесь чему-то, ой, Анапа, представляю, как у вас. И иногда вот показывают тоже такую российскую глубинку, и понятно, почему вы, дорогие друзья, приезжаете и считаете, что Анапа это вообще это цивилизация, это Европа, это курорт. А мы, которые здесь вот живем и все это видим, все эти безобразия, понятно уже, и видим образцы, которые нам показывают, как это на Западе все устраивается. Вот. Завидовать-то нечего. Вас понять можно, но сильно-то хвалиться тем, что у нас есть, уже, конечно, нельзя. Вот. Тем более Анапа становится хуже. У нас не просто прозрение произошло вот с Наташей на какие-то вот вещи, может, которые мы там раньше превозносили. Нет, это вследствие того, что к Анапе стали хуже относиться ее руководители. Про цветы даже скажем. Про зелень я сказал. Если раньше такие красивые парки были, вот даже брать эту стелу, которую испохабили при Полякове на въезде вот в Анапу, это угол Крымская, Крестьянская, возле нашего старого дома. Вот. Раньше там розы росли, друзья мои, и там люди фотографировались, так было все красиво. Потом, видимо, город так обеднел, что никаких тебе роз, стали высаживать или вот эти вот виолки, фиалки, вот, или бархатцы, или там шафраны, или там, я не знаю, еще какие-то там, я не знаю, там эти, как их назвать-то еще, может быть, астры. Вот. Ну, то, что у нас в Забайкалье это росло, и, в общем-то, здесь стало то же самое. То есть уровень озеленения и благоукрашения города, он очень упал. Видимо, на розы уже денег не хватает, высаживают какие-то вот простенькие цветочки, безликие. А главное, курорт
И если раньше мы сюда приезжали и говорили: о, розы, розы, посмотрите, какие красивые, как они благоухают, вот. И сейчас, конечно, порой вообще ничего не высаживают. Вот порой раньше, если где-то была какая-то клумбочка красивая, ну, сейчас все это вообще похерили, и красоты уже такой у Анапы нет. Мало-мало что-то высаживают. Вот. Сейчас вот новая проблема появилась, но она, наверное, по всей России. Это вывоз мусора. Не справляются у нас службы с вывозом мусора. И это сейчас, когда здесь мало отдыхающих. А наступит лето. Наступит лето, и Анапа задохнется в этих вот, она будет вся завалена этими пакетами с мусором, потому что в несколько раз возрастает население Анапы с наступлением летнего сезона. Поэтому не знаю, как будет нынче справляться с этим службы коммунальные или не будут. Вот эти вот операторы по вывозу ТБО. Вот. Ну, дороговизна, конечно, она по всей России. Если раньше мы сюда приезжали и хвалили вот эту молочную продукцию некоторых местных фирм, вот, и сейчас нет. В Анапе вообще с ценами, я не знаю, летом, когда наступает вот эта вот пора овощей, фруктов, вот, их как-то задирают, эти цены для отдыхающих, вот, а потом они снижают, потом они оказываются такими же точно, и да и сейчас еще и вот эта вот дороговизна, вообще дороговизна, которая идет по всей России, и к чему она приведет, это еще неизвестно, вот, но буду надеяться, конечно, на лучшее, хотя надеяться-то не на что. Вот. Что еще? Почему я сейчас не зову и не советую переезжать в Анапу? Вот. Когда мы сюда переехали, здесь не такое было интенсивное строительство. Лет и за 7-й год я считаю, что построили новую Анапу здесь. Вот. Причем проблема-то в чем, что здесь коммуникации все остаются старыми. Вот вся инфраструктура. Вот. А столько понастроили. Поэтому, конечно, и люди пишут, да и некоторые ученые, что не успевает очистные сооружения очистить стоки, как положено, и в море идет практически неочищенная вода. Вот. Отсюда и ухудшение качества воды. Хотя у нас, конечно, санитарные службы каждый год рапортуют, что вода в море в пределах нормы. Но, друзья, мы уже знаем, как у нас работают вот эти все службы государственные. Знаем. Все врут, как выясняется. И ничего хорошего-то от них не жди. У нас вот все так прогнило, все так сильно прогнило, друзья мои, что ни одной службе не веришь, никому не веришь, ни полиции, ни там каким-то там санитарным службам, никому нет веры. Вот. С полицией я тут сталкивался, значит, один раз при таких, значит, обстоятельствах, интересных обстоятельствах. Как раз в этот день приезжал в Анапу Путин. Он иногда приезжает, здесь что-то там подписывает. Как раз речь шла о газопроводе в этом турецком потоке. Ну и вот Путин сюда приезжал. Почему я этот день запомнил? Потому что он связан вот с обращением в милицию, в полицию. Вот. И в нашем подъезде на Крестьянской 26
значит, я увидел, что кто-то, значит, что-то там открыл какую-то дверцу ревизионную. Для чего там? Ну, там какие-то коммуникации были, видимо, замочек висел. Замочек, значит, сняли и что-то там копали. И земли много накопали. И прямо земля была в подъезде. Вот. А так как в одной из квартир жили граждане, представители ближнего зарубежья, вот, рабочие, их много там жило, человек 15 жило в квартире. Вот. Я посчитал, что это их дело рук, ну и написал заявление. Позвонил. Вот, приехал участковый, приехали еще там сотрудники полиции. Вот, я дал объяснение, жена дала объяснение. Вот, стали ждать результаты проверки. Ну, мало ли что, вдруг там бомбу заложили, вдруг там наркотики какие-то сделали, закладки, или еще чего, или, я не знаю, какое-то еще что-то, какое-то хулиганство, вообще. Проходит какое-то время, ну, не меньше, я думаю, месяца, приходит ответ. Вот, и ответ такой, что уголовное дело в отношении, значит, моей жены Натальи Геннадьевны прекращено. Задачу ложных показаний. Ё-моё! То есть получилось, что не только там не разобрались и не нашли виновных там, но еще и обвинили Наташу, а она именно писала заявление, это потому что вот, она написала заявление, вот, еще что она и клеветала на кого-то, и это уголовное дело якобы еще и прекратили. Вот. Мы когда почитали этот ответ, там, оказывается, они опросили каких-то людей, которые вообще в нашем доме не живут. Про вот эту нехорошую квартиру вообще речи не было. В общем, и я вот понял, как работает полиция. То есть у меня сразу как-то вот было какое-то представление, потому что я сам в органах работал, вот, и оно сразу упало на самый низкий уровень доверия. Это было, конечно, очень огорчительно, очень. Вот. Зато мой велосипед украденный нашли казаки, да, и я им очень благодарен за это. Вот. Ну, об этом я рассказывал, писал, и на этом останавливаться, наверное, не буду. Так, я сейчас отвечу на ваши вопросы. Вот. Я не знаю, много я рассказал, мало ли я рассказал. Вот. Ну, я вот еще про стройки про эти говорил, что сейчас у нас, смотрите, вот это неуправляемое многоэтажное строительство, вот, вот теперь у нас Анапа выглядит как-то так, вот сейчас я покажу. Видите? Это вот лазурный. Это вот раз, два, три. Это Черное море. Вот. Сильно-сильно, конечно, Анапа изменилась. Людей очень много живет. Парков не хватает. Прогулочных зон не хватает. Понятно, что люди, которые имеют машины, они не могут их там никуда пристроить. Начинаются вот эти вот дворовые войны, про которые, ну, то пишут люди, некоторые вот урбанисты. И у нас сейчас вот смотришь, то там машина сгорела, то сям машина сгорела. То есть вот начинается вот такая вот какая-то вот преступность, о которой раньше здесь я ничего не слышал.
И если у нас в Чите, откуда мы приехали, там это было в порядке вещей, что если ты машину оставил на улице и без присмотра, и на утро придешь, а там у тебя разбито стекло и вся электроника там, или там какие-то вещи, которые ты там оставил, их все своровали. Вот. И я удивлялся, как здесь люди вообще машины оставляют и велосипеды оставляют на улице ночевать. То сейчас в последнее время участились случаи воровства из машин. Вот. Не говорю уже о том, что машины здесь просто сжигают. Вот стоит машина, вот, а на утро от нее только черный остов. Все, машина полностью выгорела. Вот. Кто сжег, по какой причине, я особо потом не отслеживаю эти новости. Вот. Но, по крайней мере, таких случаев становится больше. А уж воровства из машин, порой смотришь ленту ВКонтакте, и сразу же за один день пара вскрытий машины и воровства из машины. Это тоже, конечно, минус. Это еще говорит о том, что, не знаю, видимо, как-то связано, может быть, это как правило, в новых районах. В этих в районах многоэтажной застройки, в так называемых гетто. Вот. Почему? Потому что люди покупают там жилье дешевое, друг друга не знают, люди там случайные, потом если там кто-то, как правило, на сдачу строят эти дома, приезжают случайные люди, опять же какие-то сезонные рабочие или просто там неизвестные личности. И поэтому отсюда начинается криминализация этих районов, новых районов. Вот. Там тебе и в подъезде нарисуют, и в лифте нагадят, и лампочку выкрутят, и дерево вновь посаженное срубят. Вот. Поэтому этого уже есть, это я не просто придумываю, а такие случаи были, когда, да, люди там деревья посадили, столбики там их привязали, чтобы ветром не сломило, а какой-то идиот взял и их поломал. Просто как шел, так и все эти деревья ломал. Такое же тоже есть, друзья. Это тоже, конечно, проблемы новых районов Анапы. Вот. И у меня есть знакомые, которые мне сказали, что в новые районы больше всего вызовов полиции. То есть в старые не так много. Ну, понятно, я же говорю, что, во-первых, там людей много живет. Это практически вторая Анапа была построена за короткий промежуток времени, там, за последние 5 лет. Вот. Но еще и контингент подбирается там своеобразный. Я не хочу, конечно, говорить, что поголовно все такие, но знаете, как говорят, ложка дегтя всю бочку меда портит. Вот, поэтому так. Сейчас отвечу на ваши вопросы, и если я что-то упустил, обязательно я это освещу. Так. Здравствуйте. Дуганс говорит: здравствуйте. Слышно хорошо, видно, иногда пролагивает, бывает. Привет, дружище, игровой канал. Привет, дальневосточный стрелец. Как здорово иметь знакомого психолога. Да, я бы казачество вступил по максималке. Что-то не понял я про казачество. Ну, я, друзья, тоже вам не советую в казачество вступать, потому что не надо в казачество идти за какой-то выгодой. Вот если вы просто обладаете каким-то талантом, даром, чем-то обладаете, чем хотите поделиться и принести пользу безвозмездно, вот тогда вам в казачество путь открыт, и я вам советую. Идите и делайте. Но если вы идете в казачество за какой-то выгодой, то лучше не ходите. Не надо. Ничего вы там не получите в казачестве. Саляму вам, у меня все джага-джага.
Хорошо, спасибо. Как вы думаете, я хороший человек? Очень хороший человек. Стефан Елисеевич – это поклонник творчества Кати Лель. Да. Меня поразило отсутствие нормального тротуара до железнодорожного вокзала. Ну, до железнодорожного вокзала у нас, как правило, ездят на такси. Это тоже вот это вот, знаете, тоже, вот почему бы не сделать от железнодорожного вокзала или от аэропорта Анапского нормальный маршрут, который бы ходил, ну, часто, ну, пусть каждые 20 минут. Я считаю, что в этом тоже есть какая-то вот такая коррупционная загвоздка, потому что, видимо, вот почему-то вот туда такси выгоднее пускать. Хотя такси, они как раз делают загруженной вот эту вот дорогу от железнодорожного вокзала в город. Или один автобус прошел, который там сразу загрузил людей, человек 40, и все, и привез. Или 40 такси поехало туда-сюда, мелькают, а там еще и стоянки, проблемы со стоянками. В общем, я считаю, что много неудобств в Анапе, вот связанных с транспортом. И эту проблему транспортную в Анапе особо-то никто решать не собирается. Вот так решать, как надо решать в цивилизованном. Идем по пути автомобилизации, а придет когда-нибудь пора, когда мы будем сокращать количество автомобилей, сужать дороги, делать шире тротуары, больше зеленых зон, удобный общественный транспорт, больше велодорожек. Это когда-то будет. Но это пока не в Анапе. В Анапе пока далеко до этого. Хотя есть велодорожки, и спасибо, что... Но их очень мало. Потому что велосипед в Анапе нужно рассматривать как не как просто там развлечение, а как транспорт. И я вот сам использую свой велосипед часто как транспорт. То есть я еду по каким-то делам, и я сажусь на велосипед и добираюсь очень даже быстро и удобно. Но не скажу, что удобно, потому что как раз неудобно. Приходится ездить по тротуарам, приходится где-то ездить по проезжей части. Вот. Я выбираю наиболее такие безопасные участки дороги, но мне очень не нравится. Я бы хотел, чтобы в Анапе все-таки была сеть удобных, широких велосипедных дорожек. Дмитрий Новиков. Может быть, сменить город? Конечно, в принципе, сменить можно. Меня в Анапе здесь ничто не держит. Это город для меня не родной, но он мне уже стал достаточно близким. И там, где я живу, я как-то стараюсь что-то улучшить, увидеть, подсказать. Поэтому я здесь и активную позицию в Анапе достаточно занимал раньше, сейчас я меньше. Вот. Но, тем не менее, я всегда выступаю и в соцсетях, и в своем блоге, и на канале с какими-то вот такими вот критическими замечаниями и конструктивными советами. Вот. Я всегда обращаю внимание, как нам улучшить наш город. А уехать отсюда всегда можно. Что, не найти города, что ли? Нет, на Анапе клин светом не сошелся. Тем более сейчас Анапу гробят ее руководители. Вот, делают хуже. Потому что это все идет от того, что у нас нет выборов мэра. Нам назначают человека. Он сюда становится не для того, чтобы улучшить жизнь людей, а какие-то выгоды для себя поиметь вместе со своей командой, и все, и смыться, и скрыться. Ну, это уже Сергеев так вот сделал, Поляков так сделал, вот, я не знаю, сейчас Швец, они тоже пришли вот новой командой, и радует только то, что эта команда молодая, хоть от стариков отделались вот, в руководстве городском.
Но, тем не менее, я не знаю, у нас же все как, у нас люди не свободны, которые даже, может быть, у них и благие намерения, но они же выполняют еще и волю тех, кто сидит выше, поэтому я в этом смысле пессимист. Вот, пессимист. Я состою на учете у психиатра, сказала Лилия. Ну, что ж, да. У нас, кстати, люди боятся, вот за неимением психологов, у людей есть какой-то комплекс обращения к психиатрам, потому что психиатры есть в наших поликлиниках, но как-то вот зазорно обращаться к психиатрам, говорят, что я больной, что ли? Она что, больная? Так вот, нет, надо за неимением психологов обращаться к психиатрам. Часто можно как-то медикаментозно, наверное, решить какие-то проблемы, допустим, с раздражением. Вот. Ну, не мне давать эти советы, я все-таки за то, чтобы человек в коммуникации с другими людьми он находил какую-то психологическую поддержку. Вот я считаю, что нам надо просто общаться больше друг с другом, и тогда мы будем избавляться от каких-то психологических проблем. Вот сижу, а чайки летают, вот это хорошо. Чайки летают, солнышко светит. Я сам могу выпить пару банок пивка, закурить сигарет, чтобы усилить пивной кайф. Да. Кстати, я вчера пивка пил, вот пишет Стефан опять, понятно. Полностью согласна насчет общественного транспорта. Явно видно коррупционную составляющую в организации общественного автотранспорта. Да, и полно вот таких вот у нас составляющих, куда ни кинь. У нас вообще, мы вообще живем в государстве, друзья мои, где, можно сказать, правит мафия. Да. Мафия, и никакой демократии у нас нету, а сейчас по тому, как зажимают различные свободы, никакой свободы слова, никаких свободы собраний, ничего нету. Вот. Но ничего, друзья, ничего, будем жить. История показывает, что любые режимы уходят в прошлое, вот, наступает новая какая-то волна, приходят новые люди. Вот я сейчас Толстого читаю, второй том начал читать «Войны и мира». И там, когда у графа Ростова собрались все на такой мощный пир, вот, в честь приема Багратиона. Вот, и там собрались как представители старого поколения, так и молодежь. Вот, и Толстой описывает, что молодежь вела себя там, конечно, тихо, вот, в разговоры особо не вступала, но ходила и так, вот, знаете, улыбалась вот этим вот почтенным седовласым старикам, и их улыбка говорила о том, что, мы вас, конечно, уважаем и, конечно, вас почитаем, но будущее это будет принадлежать нам, уважаемые наши старики. И так и сейчас, друзья мои, молодежь стала смелее, молодежь стала умнее, молодежь стала более патриотичной, я бы так даже сказал, потому что сейчас наша молодежь, она уже не хочет уезжать куда-то за границу, понимаете, чтобы найти какие-то блага там. Она хочет в нашей стране иметь эти блага, и это очень полезное свойство. И поэтому я очень надеюсь на нашу молодежь. Я считаю, что вот у меня дочка подрастает, и она уже когда-нибудь будет жить в настоящей цивилизованной европейской стране. Вот. И весь этот вот средневековый азиатский мрак уйдет в прошлое.
Да, 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 друзья мои, все будет хорошо, так что вы не отчаивайтесь. Вот. Ходите на выборы. А насколько я помню, вы были в поиске работы и обещали освещать это, как успехи, так и не осветили. А занятости и сказали, ну что вы там вас снимать с учета-то или не снимать? Вы нашли работу или не нашли? Я как-то представлял работу службы занятости совсем наоборот. А они, получается, как работают? Они тебя поставили на учет и ждут, когда ты сам работу найдешь, чтобы тебя снять с этого учета. Я говорю, нет, я работу не нашел. Вот вы мне, пожалуйста, какую-то работу предложите, чтобы она меня устроила в соответствии с моим образованием, опытом работы и прочее. Вот тогда как бы и снимите меня. Ну, они там что-то буркнули так недовольно. И на этом вот мое общение со службой занятости города Анапы и закончилось. Вот. Сам я никуда не ходил устраиваться. Вот поэтому, ну а за жену я потом как-нибудь расскажу. Она собирается опять работать в сезон. Дочка у меня работает и работает, в общем-то, удовлетворена работой. Вот. Она у меня сейчас работает баристой. Вот. Тоже стала разбираться в кофе, в способах его приготовления. Вот. То есть нарабатывает опыт, уже отказывает другим кофейням, вот, которые ее приглашают на работу. Вот. Уже выбирает, уже ценит свой опыт работы и знания. Вот. Ну, а мы с женой так вот подумываем, может быть, когда-нибудь будем иметь возможность и сами какую-нибудь кофейню откроем. Вот. Но это так пока в таких вот замыслах. Пока для этого нет ни средств, ничего другого нету. Вот. В нашей стране, по-моему, скоро последний бизнес удушат. Вот. Такой вот мелкий бизнес. Ну, а мечтать, конечно, не вредно. Альбатрос, когда будут посиделки в клубе позитивного общения, спрашивает Лилия. Я сейчас в связи с коронавирусом избегаю каких-то встреч и массовых. Все-таки хотел бы надеяться на это, что я переболел уже вирусом. У меня в декабре прошлого года были некоторые симптомы этого заболевания, но обследования никакого не проходил. Вот. Но есть уже несколько человек из моего, так скажем, близкого окружения. Это казаки. 2 казака очень тяжело переболели. Вот. Причем последствия болезни, оно сохраняется и после выписки. То есть человек, как мне описывали одного человека, я с ним сам не встречался, но этот человек выглядит так, как будто бы он перенес инсульт. То есть человек даже теряет способность выговаривания слов. Вот. Ну и вообще поведение меняется, он становится какой-то потерянный. Это есть, и это близко, друзья мои. И в Анапе, вот вчера я читал новость, что Анапа на 2-м месте в крае по количеству заражений. Хотя пишут, что ковид-госпиталь за ненадобностью хотят даже закрывать. Сейчас там не так много больных, вот, и якобы его даже хотят закрывать. Вот. Вчера меня приглашали на похороны. Умер там казак один. Вот. Я тоже, извинившись, отказался, потому что все-таки
похороны и последующие там поминки, это тоже скопление людей. Я этого человека близко не знал, вот, поэтому я не поехал на похороны. Но, судя по ленте в Фейсбуке, смертей, друзья, стало больше, гораздо больше. Вот вчера прочитал, в Чите умерла тоже девушка Барт, ну, исполнительница и сочинительница песен. Вот. Поэтому, если раньше такого не было, раньше там какой-то умер там человек, это целая сенсация. Сейчас смертей становится заражение. Поэтому на клуб я на наш не хожу, стараюсь не ходить. Вот мы были с Андреем там как-то, помните, я даже делал репортаж. Сейчас я воздерживаюсь. И вам это тоже советую, друзья мои. Альбатрос, вы любите «Машину времени»? Да, я уважаю Андрея Макаревича, уважаю его позицию, которую он занимает по отношению к нашей власти. Я считаю, что он имеет право на такую позицию, имеет право высказывать свое мнение и иметь такое мировоззрение. И я вообще не признаю травлю людей, артистов. Вот. Я на песнях Макаревича, ну так скажем, рос, и как раз моя юность, молодость была связана с его песнями, я очень их много слушал, вот, и мне нравилось именно бунтарский дух его песен, иносказательность, подтекст, вот, поэтому я уважаю, я вообще бунтарей люблю, вот, я вообще люблю бунтарей, я сам тоже по своему духу бунтарь, вот, и уважаю бунтарей, не знаю почему, но я всегда поддерживаю вот тех, кто борется за правду. А Андрей Макаревич и «Машина времени», я думаю, это как раз группа, которая тоже за правду выступает. Так, радистка Кэт, тоже моя старая подписчица, спасибо, здравствуйте, радистка. Новая деревянная набережная, неоправданно дорогостоящий проект, ненужный городу, очень очередной распил бабла, нужно строить школы, поликлиники, детсады, благоустраивать высокий берег, там такая красота. Согласен, но я же говорю, что когда приходит какой-то новый мэр, и у него обязательно находится какой-нибудь друг. Вот. И я думаю, что сейчас у нового мэра наверняка какой-то появился друг, который вот владеет каким-то таким цехом деревообработки, друзья мои. Отсюда и вот эти вот проекты деревянных набережных. Но мы уже видели вот эти лаудж-зоны, они же тоже из дерева. Вот. Я сегодня ленту просматривал и говорят, а что будет летом на этих лаунж-зонах? Потому что строили-то их как бы достаточно основательно. Там же эти лаунж-зоны, они стоят не просто на песке, они стоят на сваях, вот, а сваи эти металлические, их, по-моему, вкручивали, что ли. Я тогда наблюдал, как-то раз шел по берегу моря, смотрю, что там делают, что-то там разровняли, потом какие-то железные трубы что-то туда, значит, в землю, в песок ставят. Вот, оказалось, вот это потом лаунж-зона и есть. Сейчас эти лаунж-зоны стоят. Так вот, вчера мы шли, уже там солнце, весна, масленица, а там все-то написано «Зимуй в Анапе», 2021, бык этот стоит пластиковый. Ну, пора что-то уже менять, как бы зима закончилась, уже можно было там как раз и масленицу поставить, как-то креативнее подходить к этому. Нет, вот стоит вот это вот, до сих пор этот бык стоит, вот это «Зимуй в Анапе». До лета, что ли, будет эти буквы стоять «Зимуй в Анапе»? Как-то тоже нелогично. Люди
придут загорать, будут там в мини-бикини, а тут зимой в Анапе. Так от самих этих вот букв только дрожь будет пробегать по телу. Вот. Ну ладно. А потом другие комментаторы пишут, что эта территория, где сейчас вот эта лаунж-зона, она принадлежит санаторию Анапы. И вообще там на этом месте постоянно разворачивается лечебный пляж, вот, куда пропуск только по пропускам санатория Анапы. Вот. Я не знаю, как будут ее демонтировать, как эти столбы будут металлические оттуда опять из земли вынимать. Ну, это не мое дело, но когда это делали, устраиваем, посмотрим. Здравствуйте, Александр. Юлия Сидоренко пишет: привет вам. Опять Стефан пишет: мне самому платили пособие по безработице в службе занятости 3 месяца, потом перестали платить. Поэтому я прошу денег у знакомых, живу небогато, но я уже привитый. Привык. Вот, друзья, мы общаемся 1 час 42 минуты. По-моему, это хороший стрим получился. Я не думаю, что, конечно, охватил все минусы Анапы, но о чем-то я сказал, вот, как говорится, на что вот упал взгляд, и куда мы потом сделаю отдельно тайм-код. То есть я напишу все темы, которые я затрагивал в тайм-коде, чтобы было удобно наблюдать. Сегодня я делал стрим, небольшой стрим по распаковке. Вот лампочку такую взял, видите? Вот, у меня театр домашний. Вот хочу, это для освещения сцены. Вот. Желтый, оранжевый, видите, красный, синий. Вот. Ну, все, друзья. Если больше нет вопросов, да, давай на тренировку. И всем спасибо, друзья мои. Я сейчас нахожусь в квартире моего приятеля. Если вы летом хотите здесь жить, то, я думаю, вы внизу по ссылке